Добро пожаловать в город Советская Гавань, Хабаровский край. Население около 23 тысяч человек. И первая точка — это железнодорожная станция Советская Гавань, город. Удивительно, но эта железнодорожная станция является не пассажирской, хотя находится намного ближе и даже в черте города Советская Гавань по сравнению со станцией Советская Гавань сортировочной, которая является последней пассажирской станцией. Здесь же даже есть своя станция, и грузовые поезда приезжают, но почему нет пассажирских, это большая загадка. И ответ на нее я не нашел. Так что, если кто знает, напишите, пожалуйста. Узнаем все вместе, почему же сюда не ходят поезда и с какого года. Тем не менее, ветка от Советской Гавани сортировочной до Советской Гавани город была построена в 1953 году силами заключенных. Вокзал появился в 60-м. И изначально называлась станция Эгге по названию реки и по названию бухты. С орочского «эгги» означает «вести за руку», «вести за собой душа». И забыл сказать самое главное. Это 4304 километр БАМа. И после этой станции уже ничего. Подъездные пути и конец. Какой камуфляжный, сливающийся со стеной лев. И встречает Советская Гавань такой вот мозаикой под названием «Рабочий». Тут стройка такая вокруг. Но тем не менее, церковь святого праведного воина Федора Санаксарского в миру Иван Игнатьевич Ушаков. Иеромонах преподобной Русской Православной Церкви, был монахом 45 лет. Дядя того самого адмирала Федора Федоровича Ушакова. Средства на церкви начали собирать в 2007 году. В 2013 были завершены основные внешние работы. Тут, конечно, сейчас полный ремонт идет. Щебень, техника. Должно преобразиться, надеюсь, в лучшую сторону. В 1853 году Геннадий Иванович Невельской основал в этой замечательной бухте Константиновский пост и назначил его начальником Николая Башняка. В 1856 году залив получил название Императорская Гавань. В 1923 году как и залив, так и пост получили название Советская Гавань. С 1941 года город. И здесь же у церкви находится бюст Николая Константиновича Башняку, который был офицером русского императорского флота, капитана второго ранга. Башняк своим открытием доказал, что на берегу от залива де Кастель до самого Корейского полуострова есть удобные бухты, гавань для стоянки судов. А еще он разрешил вопрос о том, что местные жители, которые обитали на этом берегу, никогда от китайской власти не зависели, никогда китайскую власть не признавали, что очень важно. Бюст был открыт в 1973 году, а в 2008 году перенесен в созданный сквер его имени. Весьма, конечно, занимательный факт насчет церкви, насчет того, что она построена фактически по некому такому желанию, завещанию. Памятник солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну. Открыт 9 мая 1975 года. Барельефы, изображенные по бокам постамента памятника, копируют надписи советских солдат на стенах Рейхстага. До 1990-х годов на постаменте были изображены серп и молот, позже убраны. 2 января 2010 года в результате циклона памятник упал с постамента, позже был реставрирован и восстановлен. Администрация района Саугаванского
А напротив такая мозаика. И, судя по всему, здесь ранее была библиотека. И тут рядышком с мозаикой находится такой еще один маленький скромный памятник Николаю Башняку. Правда, какой-то он низкий ростом тут. Хотя нет, нормальный он рост. 1,70 м, 1,75 м где-то. Ну и рядом почетные граждане. И карта города. Жилой дом с морской тематикой. Правда, это яркая реклама, и пластиковые балконы, конечно, в общем, утратил этот дом свой изначальный антураж. В принципе, видимо, за ним и особо никто не следит. И рядом памятник еще воинам-интернационалистам. Памятник пограничникам. И еще один памятник павшим в Великой Отечественной войне. На сей раз открыт к 25-летию Победы в войне в 1970 году. Тут же находится вот такой вот музей, районный краеведческий, имени Николая Башняка. Стоит заглянуть. Краеведческий музей создан в 1966 году, но материалы для него начали собирать еще в 1953. Встречает нас бюст Николая Башняка с картой Дальнего Востока и зарисовкой его общения с местными коренными жителями. Большая экспозиция посвящена местной фауне. Среди этой разнообразной фауны важную часть занимают морские обитатели, самыми известными из которых являются представители тюленевых и камчатский краб. Самым же известным представителем леса в данной местности является амурский тигр. Далее о жизни коренных народов, крестьянской жизни, революции и партизанском движении, периоде ГУЛАГа, послевоенной советской жизни с нотками сарказма и иронии журнала «Крокодил». Пожалуй, самым главным экспонатом музея является макет фрегата «Паллада», который был затоплен в 1856 году в Константиновской бухте, ныне Постовая, на дне которой покоится и сейчас. В предыдущие годы были безуспешные попытки поднять фрегат, но за все предыдущее время он практически полностью разрушился. Удалось поднять только некоторые его части, которые, в частности, стали экспонатами музея, и из которых и был сделан этот макет. В конце же нас направляет сам Николай Башняк. Был посещен краеведческий музей и посещен крайне вовремя. Тут как раз вовсю шел ливень. И сейчас немножечко идет дождь, но по сравнению с тем, что было, это действительно немножечко. Цена вопроса 160 рублей плюс 100 рублей съемка. Небольшой музейчик про природу, про историю. Но самое главное, мне там рассказали про станцию Советская Гавань, город. Оказывается, тот поезд дальнего следования, который сейчас ходит в сообщении Владивосток, Советская Гавань сортировочная, он всю жизнь именно между этими двумя точками не ходил. И он никогда не ходил до Советская Гавань, город. Но существовал, скажем так, поезд местного значения, который ходил между Советской Гавань сортировочной и Советской Гавань, город. И, получается, приезжал ты на поезде дальнего следования на Советскую Гавань, сортировку, и тут же пересаживался на Советскую Гавань, на поезд, идущий на Советскую Гавань, город, и ехал себе дальше на поезде до этой станции. Но вот уже лет 20, где-то с конца 90-х, начала 2000-х, этого поезда более не существует, к большому сожалению. Вот получается такая история. Небольшой парк аттракционов с такими детскими мультяшными фигурами, конечно, с такого внешнего вида своеобразного. И районный дом культуры, и, конечно же, Владимир Ильич. Теперь пора спускаться в обратном направлении, идти к другим точкам города. Местная школа номер 1.
и весьма схематичный рисунок, по которому не сразу понятно вообще, что там происходит. А получается, что там нижний кружок — это голова ребенка, ребенок с поднятыми руками, а сверху обхватывает как бы взрослый. Ну, мать, наверное, предполагается. Не сразу понятно. И тут же на территории школы есть памятник Сергею Георгиевичу Лазо. Он был русским дворянином, офицером военного времени русской императорской армии. В период революции 1917 года советский военачальник и государственный деятель, принимавший активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1920-м был пойман японцами и с соратниками передан казакам-белогвардейцам. А далее есть некие разночтения, но в общем случае его после пыток или живьем, или уже застреленным сожгли в топке паровоза. В 1922 году сюда прибыл отряд под командованием Василия Степановича Колесниченко. Он был советским военным, государственным, политическим деятелем. Позже один из руководителей партизанского движения в Крыму во время Великой Отечественной войны. В отличие от многих революционеров, не был репрессирован и прожил долгую жизнь. Прибыл же он в село Знаменское, ныне это восточная окраина города. Установил советскую власть, императорскую гавань переименовал в Советскую гавань. Само вот это здание было построено в 1914 году для размещения почтово-телеграфного опорного пункта. И в данном здании размещался штаб новой советской власти. До недавнего времени здесь так же, как и в 1914 году, располагалась почта. Сейчас все вывески сняты. Никогда не видел такую пятиэтажку, панельку, что пятый этаж был выделен такими вот отдельными панелями, отдельной мозаикой, отдельным рисунком. Парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. Опять эхо старых времен. Но тем не менее убран и приведен в порядок по первым признакам. И здесь в парке находится памятник Виталию Борисовичу Бонневуру, участник гражданской войны на Дальнем Востоке, герой-комсомолец, подпольщик, партизан. По одной из версий, после ухода японских интервентов из Приморья, Красное подполье решило провести съезд, но белые помешали. Они схватили, в том числе Бонневура, пытали его, а потом, разрезав грудь, вырвали его сердце. Еще один памятник минувшей эпохи. Слава ленинскому комсомолу. Жить, работать и бороться по-ленински. Бухта юго-западная. С вот такой вот маленькой деревянной набережной. Но прекрасно, что она в принципе есть с учетом обрывистых здешних берегов. Красиво, но, впрочем, пора выдвигаться дальше. Уже, конечно, время позднее, но добро пожаловать в рабочий поселок Ла-Сосина. Население примерно 2400 человек. Относится к Советско-Гаванскому району и в 1969 году выделен в отдельную единицу из города Советская Гавань. Основной род деятельности — это рыбопереработка. Первое, что встречает в этом поселке, это местный вот такой вот деревянный, но с колоннами клуб.
Здесь вид на бухту юго-западную, там далее западную. А в той стороне находится уже поселок Завета Ильича, где была проведена ночь ранее. Любопытно, что вход сюда закрыт. Хоть и вход закрыт, но все-таки интересно посмотреть, что это за памятник. А это памятник первооткрывателям Советской гавани, в частности Николаю Башняку сегодня упоминаемом. Памятник этот появился в 1991 году. Вообще Башняк решил назвать эту гавань императорской гавань, а вообще сначала называлась гаванью имени императора Николая I, но очень недолго, по той причине, что некоторые царедворцы очень, скажем так, не желали русского распространения ниже залива де Кастри. И вот таким вот образом он решил, ну, как-то пропихнуть, скажем так, этот вопрос. И таким образом бухта стала называться именем императора Николая I, а всякие бухты и мысы рядом стали названы именами других членов императорской семьи. Но так было до 1923 года, а с 1923 года гавань стала советской гаванью, а всякие мысы и бухты тоже были переименованы в другие, не связанные с царской семьей, названия. Тут же есть памятник работникам рыбокомбината Совгавань и жителям поселка Лососина, павших в боях за родину в годы Великой Отечественной войны. Открыт 9 мая 1975 года. В годы войны из поселка на фронт ушло 238 человек. На памятнике написано минимум 88 имен. В 1995 году гипсового солдата заменили на бронзового. Ну и чё гавкаем? О, теперь двое. Вот заканчивается третий день здесь. И третий день заканчивается в поселке Лососина. Одну точку здесь в поселке пока что не заснял, потому что банально темно. И не очень она хорошо смотрится. Эту ночь, скажем так, придется страдать не в палатке, а все-таки в гостинице. Ну как придется. Нужно привести себя в порядок чуток. Просохнуть, все-таки дожди были. И завтра уже двинуть на некоторые отдаленные, но весьма прекрасные точки. Итак, доброе утро, день 4. Сегодня пришлось страдать в этой прекрасной гостинице. На самом деле, как бы были и свои плюсы. Например, я умылся, помылся, побрился и в целом стал выглядеть посвежее. А теперь же осталась одна точка здесь в Лососине и дойти на пару мысов. На одном из домов здесь, в Лососине, есть такая замечательная мозаика фрегату Паллада. Этот фрегат имел достаточно богатую историю. Так на воду он был спущен в 1832 году. И первым его капитаном был будущий герой обороны Севастополя в Крымской войне, тогда еще капитан-лейтенант Павел Степанович Нахимов. Позже корабль прибыл в Японию, на котором был Ефим Васильевич Путятин, который подписал с Японией от имени России договор о дружбе и торговле. Корабль шел через Африку, через мыс Доброй Надежды, обогнув Африку, через Индийский океан. Но тут уже началась Крымская война, в море англичане и французы свирепствовали, но корабль был сильно поврежден, и он не мог уйти в устье реки Амур. И поэтому был оставлен здесь, в бухте Константиновская. Ныне же это бухта Постовая. Хоть и моряки боролись за жизнь корабля, но тем не менее было приказано его затопить. В итоге он был там же и потоплен, и сейчас покоится на дне этой бухты. Даже можно попытаться, водолазы даже находят остатки этого корабля. В 60-е годы были подняты некоторые его
части, которые сейчас красуются в Советско-Галицком краеведческом музее, который вот мы видели ранее, в том числе и макет, сделанный из остатков этого корабля. Макет корабля сделан из остатков же оригинального большого корабля. И там же в Заветах Ильича еще стоит памятник этому кораблю. Установлен он был в 1963 году. Но, к сожалению, посетить его, увидеть не удалось по той причине, что находится на территории военной части. Что ж, а теперь ожидает дорога, часовая дорога через лес. Зал бокса. Первая развилка, наверное, единственная в данном случае. Туда уходит дорога на бухту Фальшивую. И, как сказали, там даже хорошее место, туда ездят отдыхать, да и в принципе видно. И все хорошо. А вот эта заросшая дорога ведет на мыс. И надо туда. Конечно, весьма лесисто тут по пути. Но в такую погоду, в отличие от предыдущих дней, это даже очень приятно. Тут собака, две собаки привязались. И вот одна решила почувствовать себя землеройкой. Кого-то, видимо, учуяла. И всячески роет. Роет. Ищет. Но почувствовала себя дикой охотницей, охотником. Ветрено тут, конечно, как и на любом мысу. Но мы сейчас находимся на мысе Путятина. Мыс же этот назван в честь Ефимия Васильевича Путятина. Это русский дипломат, адмирал, государственный деятель. В 1855 году именно он подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией. Япония тогда была самоизолированной страной, и за это Путятин получил титул графа. В этом договоре также определялись границы. Остров Сахалин становился общей зоной, а Японии же отходили часть Курильских островов, в частности, Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа некоторых других более мелких. Именно на этот договор Симотский трактат 1855 года сейчас ссылается Япония, когда пытается распространить свою юрисдикцию на наши Курильские острова. Здесь же на мысу находится небольшой маяк, действующий с солнечными батареями. Получается, что он автономный. Подписанию Симотского трактата в 1855 году предшествовали два визита Путятина в Японию в 1853 и в 1854 годах. В 1853 году в порт Нагасаки вошла небольшая русская эскадра, изображение которой для нас сохранил японский художник. Помимо фрегата «Паллада», который был заложен в Санкт-Петербурге и спущен на воду в 1832 году, в эту эскадру входили ранее упомянутый в прошлом видео барк «Князь Меньшиков», который принадлежал российско-американской компании «РАК», из-за чего у него был не Андреевский флаг, как у остальной эскадры, а компанейский. Куплен в 1848 году у североамериканских Соединенных Штатов. Корвет «Оливудса», изначально корвет «Менелай»,
Построен в Севастополе и спущен на воду в 1841. Шхуна «Восток». Заказана в Англии и сделана в 1852 году. Куплена специально для экспедиции Путятина, так как требовалось быстроходное судно с малой осадкой. Это типа тюлень, что такое было? Ого, вот. Вот здесь посередине мыс Меньшикова. Там далее за ним Ванина. А вот этот в целом, это называется как раз таки залив Советская Гавань. После этой экспедиции, спустя время, требующая ремонт Паллада ушла в Константиновскую бухту, где и была затоплена в 1856 году. Барк князь Меньшиков продолжал выполнять торговые функции в составе РАК до самой продажи Аляски и был там же продан американцам. Корвет Оливудса успешно воевал с английской эскадрой и был затоплен в 1863 году в Кронштадте. Шхуна «Восток» благодаря своей быстроходности успешно выполняла курьерские функции, а после Крымской войны широко принимала участие в исследовательских экспедициях. Разбилась шхуна о скалы нынешнего острова Стенина, что в заливе Петра Великого в 1883 году. Место красивое, безусловно. Но, к сожалению, пора уходить отсюда. Как бы идти надо туда, но я же потом жалеть буду. Поэтому стоит, пожалуй, немножечко пройтись до бухты Фальшивой, посмотреть, как она выглядит. Но поводырь все так же остался. Во всяком случае, один. Второй куда-то убежал. Этот провожает. Собственно, бухта Фальшивая. Собака решила ее проверить, глубину. Может, краба достанет. По-моему, теплоход имени дважды Героя Советского Союза Шарика от нас отплывает и покидает нас и уходит в открытое море. Но, впрочем, теплоход имени дважды Героя Советского Союза Шарик все-таки решил вернуться в родную гавань и будет направляться на ремонт и обслуживание в док. Такая небольшая вот бухта Фальшивая. Там машины стоят, и в целом это место отдыха. И, как вот можно было увидеть только что, место отдыха — это значит наличие мусора. Что прискорбно. Чего не было на Путятине. Но до Путятина еще добраться надо. А тут вот такая дорога. Все, теплоход имени дважды Героя Советского Союза Шарика вернулся в порт приписки. Удачи ему. Как видно, рюкзак забран, и пора уходить из Лососины в другое место. По пути встречает памятник 8 морским пехотинцам 365-го отдельного батальона морской пехоты, погибшим в августе 1945 года при освобождении Сахалина от японских милитаристов. В августе 45-го пехотинцы из залива Советская Гавань были десантированы на Сахалин. Бойцы успешно прошли вперед от порта Таро, сейчас Шахтерск, до порта Усуторо, сейчас Углегорск, но потеряли 2 офицеров и 6 краснофлотцев. Памятник установлен в 2015 году.
Бухта Ситуан. Здесь недалеко волны не такие, как на каком-нибудь мысу. Но здесь очень много выбрасывает водоросли. Ламинарии похожи. И тут запах такой соответствующий. Морского гниения. И в целом вода тут такая темная, мутноватая. Но, впрочем, с другой стороны, люди сюда приезжают, отдыхают. Там вон машина стоит, по пути 2 машины было замечено. И вследствие этого также и мусор. Люди, очнитесь. Зачем такие далекие, дикие, красивые места замусоривать? Это же ужас просто. Связи тут никакой нет. По пути в лесу даже 4G был. А сейчас тут вообще нет связи, в принципе, никакой. Вот так впереди синий навес. За ним находится какой-то старый дот. И вот там под синим навесом, пожалуй, стоит пообедать. Приятный обед на берегу бухты. Теперь тут нужно идти до одного памятника, который находится чуть дальше, тоже на берегу этой же бухты. Еще интересно, что малины тут так много, но спелой нет. Хотя вот еще сколько это, несколько дней назад в Верхнезейске, например, уже вполне себе была красная малина. А тут нет до сих пор. Очень много малины. Ну, очень много. До сих пор, если что, это 31 июля. Подводная лодка М252, хоть и была послевоенной постройки, но строилась по планам и чертежам, составленным еще до Великой Отечественной войны. Еще осенью 1958 года были составлены документы на ее списание, но главком ВМФ не подписал их. И лодка продолжала службу. 18 сентября 1952 года подводная лодка находилась в море по плану боевой подготовки. После получения извещения о приближении тайфуна последовал запоздалый приказ о том, чтобы вернуться в бухту. На подводной лодке оказался неисправен один дизель. И еще появилась значительная ошибка определения местоположения, собственно, из-за тайфуна плюс неработающего дизеля. И все это происходило в условиях сильного шторма 6-8 баллов и плохой ночной видимости. Ночью 19 сентября 1959 года штурман подводной лодки принял входные огни бухты Ситуан за входные огни в бухту Советскую Гавань. Скалистый берег открылся для подводника внезапно, да еще так, что отворачиваться от берега нужно было как раз в сторону единственно работающего двигателя. Вывернуть не удалось, и подводную лодку выбросил на камни. Мощные волны начали крушить корпус подводной лодки, и капитан отдал приказ на то, чтобы эвакуироваться из нее. Вода хоть и была не очень холодной, но тем не менее 7 подводников разбилось об эти скалы. Теперь же в качестве такого небольшого напоминания о тех событиях стоит такой маленький памятник в форме рубки подводной лодки М252. Теперь пора возвращаться обратно, брать рюкзак и двигать дальше. Еще тут находится памятник жителям поселка Ситуан, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 41-45 годов. Видимо, здесь ранее был поселок. Сейчас от него, конечно, да ничего не осталось, пожалуй. Ох уж эти проселочные дороги после дождя. Везде сплошная грязь.
Хотя приятно, когда попадаются камушки или даже фрагменты асфальта. Но так да, грязь. Это еще повезло, что не глина, как было в сторону бухты Чум. А теперь вот такая проселочная дорога. Вся целиком в камне. Не очень ровная, но зато сухая и без грязи. Место на карте указано как цветущая поляна. Самые главные цветы, которые я здесь обнаружил, это кто-то оставил две нераскрытые Балтики-девятки. Но так себе цветы, могли бы что-нибудь получше оставить. Ну и прекраснейший вид, конечно. С одной стороны такой потрясающий вид. Вообще. Даже сюда слышно, как вода, волны бьются о скалы. А с другой стороны вот такое нечто. И весьма обрывистое, как будто срезали. Кто из местных, может, знает, что здесь было? Может, здесь какое-нибудь ПВО дислоцировалось? Потому что вот как будто отрыто. Что здесь было? Ох, обалдеть просто. И пляж такой. Ну и, собственно, видимо, из-за этих цветов здешнее место и называется Цветущая поляна. Другой вопрос, что эта прекрасная поляна находится вот в таком диком склоне. Теперь нужно взять и подняться обратно. Находимся мы практически у мыса Красный Партизан. В 1897 году на мысу при входе в залив был построен маяк, один из старейших на Тихоокеанском побережье России. Назывался он Николаевский маяк. После революции большевики переименовали маяк в Красный Партизан, в память о большевистских партизанах, расстрелянных здесь, в гражданскую войну. В 1919 году это было, и побыли они по большей части обслугой маяка. И здесь же установлен памятник, монумент. Установлен он в 1926 году. А вот это уже вид непосредственно с мыса Красный Партизан. Памятник здесь на мысу. И как оказалось, это лучшее место здесь для того, чтобы установить палатку. Потому что, собственно, маяк с колючей проволокой, и там ниже, и там не такой вид, и там, в общем, не так удобно, не так красиво. А здесь просто нечто. Пожалуй, лучший вид за эти, получается, 4 дня здесь, в Ванино-Советской гавани. Остается переночевать, поужинать, разложить лагерь. И завтра уже двигать в сторону Лассасины, а от Лассасины уже в сторону Советской гавани или Ванина. Еще пока не решил. Доброе утро короткого 5-го дня. Пришлось сойти немножечко в низину, потому что дует ветер. Ветер дует с Татарского пролива.
Это пролив между материком Евразии и островом Сахалин. Происхождение названия объясняется тем, что татары в X-XVIII веке нашей эры европейскими государствами используют не только по отношению к одному из многочисленных народов тюркоязычных, но и в принципе ко всем тюркоязычным народам, которые населяли Урал и с востока от Урала, и с запада от Урала. Само название было дано в изначальном виде как пролив, либо залив, так как западные страны не знали, что здесь пролив, они думали, что здесь залив, что очень хорошо сыграло на руку русской армии во время Крымской войны. Так вот, залив или пролив Тартарии, или же Татарии, что сохранилось, например, в английском языке как Strait of Tartary. Французским мореплавателем графом Жан-Франсуа де Галло де Лаперузом, во время которого был широко распространен миф, географический концепт Тартарии, как грандиозной мифологической страны, которая охватывала всю Северную Азию. Татарский пролив отделяет Евразию и остров Сахалин. С той стороны находится где-то остров Сахалин, но отсюда не видно. И в целом является холодным проливом, тут проходит холодное течение. И в советское время даже существовал такой интересный проект о том, чтобы поставить дамбу и перекрыть Татарский пролив. Ну, не конкретно здесь, севернее, в самом узком участке, в районе поселка Лазарев со стороны материка, Погибель со стороны Сахалина. В перспективе, конечно, это могло бы перекрыть холодное течение, кстати, чего здесь стало бы сильно теплее. И вполне возможно, мы бы с вами слышали о, не знаю, солнечном пляже мыса Красный Партизан, курорт на мысе Путятина и все в таком духе. И было бы тут сильно все теплее, чем сейчас. Но это могло бы наверняка сказаться бы на в целом всей экологической обстановке, потому что всякие эндемики, которые живут в более холодном климате, которые вот живут вот здесь и сейчас, они наверняка бы исчезли. Вот всякие там шикши, да, другие там красные ягодки и прочие, они бы поисчезали. Наверняка бы что-нибудь другое заняло бы их место, но на это потребовались бы долгие-долгие годы. В любом случае, нужно тихонечко, наверное, собираться, завтракать и выдвигаться уже в сторону города. Хотя уж больно тут красиво. Ох уж эта погодка здешняя. Вчера было солнечно, хорошо, тут тебе снова дождливо немножечко. Хотя бы немножечко. В конце путешествия остались фальшфейеры, которые, предполагались, как говорится, фол последней надежды против некоторых кое-каких крупных обитателей леса. Но поскольку они уже более не нужны, самолет с ними не пустят, то нужно взять и использовать. Кстати, маленькое, важное уточнение насчет этого памятника. Там написано, что погибшим за установление советской власти. Но, во-первых, расстреляны были не на этом месте, а в другом. А во-вторых, это не братская могила, а просто памятник. К сожалению, все заканчивается. И пора уходить отсюда, с мыса Красный Партизан. Вот мы снова в Банино. Вообще в районе мыса Красный Партизан находится маяк и еще один объект. Тоже за забором, с охраной и так далее. И собственно, работники одного из этих двух объектов в итоге довезли до Ла-Ассасины
а потом другой работник этого же объекта довез до Советской гавани. А там уже на автобусе, уже сюда, в Ванино. Что можно сказать про эти населенные пункты здесь? Конечно, сказывается первое, их закрытость в советское время. Это чувствуется. Во-вторых, чувствуется то, что отсюда много ушло военных. Их явно было больше, много покинутых частей, покинутого жилья, особенно вот чувствуется это в Заветах Ильича. Но в любом случае жизнь продолжается, особенно здесь в Ванино. В Ванино-то есть угольный терминал, и это главное предприятие здешнее. Вообще хочется, чтобы эти места процветали. Красивые, климат, конечно, суровый. То дождь, то прохладно, то вот парит, как сегодня. И не угадаешь, в какой день что будет тебя ждать. Ванино и Советская гавань — это, конечно, хорошо. И это, пожалуй, одна из важнейших частей БАМа, но не весь БАМ целиком. И поэтому в конце хочется сказать про БАМ в целом. Сейчас БАМ, конечно, расширяется, строятся вторые пути, дополнительные разъезды, инвестируется и так далее. Но вспомнить, пожалуй, 90-е годы стоит, да, и начало 2000-х, когда всякие эффективные менеджеры, что стало именем нарицательным уже, да, у нас, говорили, что это стройка просто деньги в землю, что возить, зачем эту дорогу строить и так далее, зачем она нужна в принципе. И хоть, как я сказал ранее, времена изменились, но хочется вспомнить слова поэмы «Я защищаю БАМ» за авторством Леонтия Григорьевича Махитарова, который был главным инженером дирекции строительства Байкало-Амурской магистрали с 1985 по 1993 год и потом главным инженером БАМ-ЖД с 1993 по 1997. Набросились оракулы на БАМ, как вороны на редкую добычу. Прозрев внезапно, видят здесь и там тьму черных пятен, гневно пальцем тычут в виновника неисчислимых бед. Пороча все, что есть и все, что было, и рьяно льют на полосы газет одни лишь только черные чернила. Кому теперь понадобилось, друг, порочить БАМ, его большое дело, лишить его достоинств и заслуг, глумиться над самой его идеей? Какая беспринципная игра и блажь сиюминутной конъюнктуры. БАМ величали подвигом вчера, а нынче называют авантюрой. БАМ нужен всем, и мы ему нужны. БАМ нужен всем, кто знает суть вопроса, кто смотрит дальше собственного носа и думает о будущем страны. Но я верю, оскорбленный без вины, лишенный и достоинства, и славы, БАМ снова станет гордостью страны и вечным достоянием державы. Я верю, оскорбленный без вины, лишенный достоинства и славы, БАМ снова станет гордостью страны и вечным достоянием державы. Стихотворение, оно называется «Я защищаю БАМ». Я его написал в самый тяжелый период для Байкало-Амурской железной дороги, когда решался вопрос, быть дороге или не быть. Я почему-то себя представлял стоящим на огромной площади, и вокруг сотни тысяч людей, и я им говорю: